Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Второй прогноз на февраль. Что откроется? Что прояснится в феврале? Старинный цыганский пасьянс. На пороге каких событий вы стоите? Совсем скоро. И вот карты пасьянса, они нам больше о событиях говорят. Без ненужной философии. Вот давайте с вами и узнаем, что же там с первых дней февраля ждет тельцов. Какую палитру событий нам раскроют карты? Что будет происходить, да? То есть это уже совсем скоро, это уже, ну, как предопределено, хочется сказать. Хотя, будем реалистами, любой расклад, прогноз о личной истории каждого из вас не расскажет. Но, надеюсь, искренне мы с вами проведем приятное время. Все же подсказки получите. Итак, что же там у вас на пороге? Благополучие. Вот когда голубь выпадает, это смело можно сказать, даже если у тебя сейчас, телец, какая-то турбулентность, тысяча чего-то нерешенного, то ты и сам можешь где-то вот это благополучие как удерживать, да, или отстраивать. Но и помех-то нет. Поэтому даже то, что, может быть, было с минусом, вы можете переложить в хороший плюс. А также, правда, тут дела и благополучия, вопросы дома, вопросы семьи, карты семейного счастья, кстати, подкова. Мы знаем, что это также удача. Но у кого-то напрямую вопросы с недвижимостью, местом пребывания и еще одновременно добрые перемены. Наверное, можно дальше уже расклад не делать. Ну, мы, конечно, мы посмотрим, мы же любопытные, правда? Не знаю, как вы, а я так точно. Что там? Какие события на пороге у тельцов? Любовь, роза. Это именно больше то значение любовь между мужчиной и женщиной. Может быть, для кого-то это вам знаки внимания. Или от человека, с которым, может быть, и были какие-то взаимоотношения прежде, я не исключаю. Может быть, вторым заходом, а может быть и третьим. Или какая-то весточка. Может быть, это кто-то к вам с любовью. Да, посмотрите. Лицо. Цыганка нам изображена, но это, понятно, не про цыганку. Поэтому, наверное, и пасьян цыганским называется. Прописано лицо. Просто та персона, которую мы еще недостаточно хорошо знаем. И поэтому у кого-то из вас это может быть и новое знакомство, почему нет? Однако образ цыганки нам говорит: ты смотри, телец, там не очень замечтайся. Потому что не факт, что это что-то надолго. Может быть, э, кто-то ваш адрес, да, что-то приятное просто транслирует. Ну и вам это где-то благополучие, любовь, да. Вам, в принципе, ну, есть повод для радости. Но точно так же у кого-то будет совпадать, да, вот как лицо и конверт. Конверт – это какие-то документы, важные согласования, может быть, и бумаги. Конечно, в нашу цифровую эпоху это что-то может быть и онлайн, как просто сообщение или звонок какой-то, но в пасьянсе все-таки сургучная печать присутствует, и прообраз таков, что какой-то важный документ или важное свидетельство. Возможно, это какая-то тема, которая даже у кого-то касается с домом. Вы согласовываете некоторые документы, и вот теперь как вердикт какой-то получаете. Или конечный какой-то результат. Хотя для кого-то это может символизировать не совсем так. Часть как бы работы какая-то сделана, выполнена, но вот листва – это ожидание. Может быть, это, знаете, какая-то многозадачность даже для вас, да? Часть работы вы выполняете или получаете какой-то документ, ну, он вам как бы и открывает пути дороги или дает какую-то возможность, потому что перемены, нам об этом сразу же сказали. Ну вот череп, вот такая мелкая карта. Точнее, мелкое значение, потому что в реальной жизни этого нет. Это наши переживания. Но тут, скорее всего, переживания из-за какого-то бесцельного ожидания, мои дорогие. Может быть, это кто-то из вас будет решать окончательно, стоит мне кого-то ждать или чего-то ждать или нет. И этот вопрос может касаться как и работы, так и личной жизни у кого-то. Смотрю, что мы можем еще соединить по горизонтали, по вертикали.
Я не вижу больше совпадений. Пойдем с вами дальше. И давайте немножко проясним на картах Таро. Так что же там откроется для тельцов в феврале? Может быть, какая-то тема откроется и неожиданно. И что прояснится в связи с этим? Что или кто появится неожиданно? Что ждет или что прояснится в сфере работы, ваших достижений, дела, работа, бизнес в целом? Что ждет в деньгах? И что ждет тельцов в личной жизни? Итак, что же там откроется? Колесо фортуны у вас откроется. Вот эта фортуна, это удача, это успех. И это, опять же, динамика. Только что сказала об этом. Динамика, когда у нас что-то ускоряется, мы не можем это отложить на потом. Иначе мы эту фортуну как будто упустили. Фортуна сама по себе, мы сами по себе. Вполне вероятно, что откроется. Тут может быть связано как и с получением информации, и я не исключаю, с появлением какого-то человека. И это не значит, что это именно тот, кого вы ждете. Здесь с позиции неожиданности, ведь больше эта карта, когда мы сами где-то готовы к неожиданностям. И может быть, даже нам придется провзаимодействовать с какими-то делами, которыми мы занимались прежде, но на лад дело не шло. А здесь как раз вот эти перемены очень символично, рядом часы как раз. Но чего это касается, давайте узнаем. Какой-то поворотный момент. Поворотный момент фортуна, например, даже прояснить какие-то зависшие отношения, так мы вместе или нет. И это тогда будет своего рода освобождение, если мы даже понимаем, что нет. Вы сами как будто будете легко отказываться от того, что вам надоело, мои дорогие. Хотя я точно так же не исключаю, что какая-то прежняя история, но в каком-то новом витке фортуны у вас как будто может быть. Или назовем это поворот, да, как колеса фортуны. Что это касается чего? Ну, тут какая-то знакомая песня, мои дорогие. Вот смотрите, мои дорогие тельцы. Тут вам фортуна дает возможность, действительно, мы спросили, что откроется. Вы сами, и где-то внешние силы для вас будут складывать как палитру событий. Может быть, из людей, может быть, из новостей. И ваша задача анализировать. Ваша задача не соскользнуть в какую-то знакомую историю, которую я больше вижу, связана с ностальгией и каким-то ожиданием. Потому что, нет смысла ждать что-то от людей. Ну, и люди не меняются, нам об этом тоже говорят. Не нужно на себя одевать розовые очки. Поэтому для кого-то словно закрыть в прошлое дверь, для этого буквально фортуна помогает. Свято говорят, место пусто не бывает. И у кого-то это может касаться вопросов работы. Тогда надо рассматривать все варианты. Не тот, который вы предпочитаете, а те, которые, ну, в принципе, могут быть. И даже, допустим, у вас профессия, диплом, одна какая-то специальность. Поверьте, в наше время мы наши специальности много куда можем приложить в сферы, которые несколько близки. Ну, пусть это будет не буквально то, где вы до этого трудились. Или пусть это касается непосредственно личной жизни, какой-то прежней истории. Здесь тоже что-то можно переиграть, пересмотреть. И если нет смысла кого-то ждать, нет смысла что-то продолжать. Не хотите вы сами, вот по двойке пентаклей ничего не меняется, жонглёр. Может быть, кому-то и такая мысль придет в голову: "Да я это все уже слышал". Или "Я уже это все проходила. Я больше не хочу". И место тогда освободится, и, значит, придут новые люди, придут новые возможности. Вот как раз новые возможности несет колесо фортуны. Что прояснится? Какая-то двойственная ситуация, еще одна двойка. У кого-то связано с работой, у кого-то это может быть и связано отчасти с дорогами. Нет, я тут больше вижу, это будет где-то либо работа, либо, может быть, финансовая ситуация какая-то двойственная. Вам тут, скорее всего, даже придется чему-то научиться, мои дорогие. Для кого-то работа в команде. Может быть, это какие-то новые предложения. Кто-то из вас может решиться и пойти на курсы. Может быть, это уже вы где-то, ну, предполагали или собирались прежде, но так и что-то не осуществили. Но тут проясняется, как будто даже какая-то прежняя ваша тема или какой-то проект, идея, которую вы как
убрали в дальний угол стола, когда-то махнули рукой. И это по части вашего либо творчества, либо бизнеса, либо работы, в чем то участия. И тут вы понимаете, а почему бы и нет, что прояснится. Вот какое-то разочарование у вас будет проясняться, правда? Вот, видимо, приходит время и расставить все по местам. Тогда жизнь пойдет с более правильной ноги. Организовать свою жизнь совершенно по-другому. Избавиться, может быть, от тех, кто вас словно держит в заложниках, или тех, может быть, персонажей, которые вам только обещают, взамен ничего не дают. Может быть, это и вы на кого-то надеялись, и когда-то одели розовые очки, но случилось то, что случилось по тройке мечей. Это всегда наш какой-то печальный опыт. Но это карта здорового равнодушия и выздоровления. Вот у вас февраль, выздороветь окончательно от того, что не может быть продолжено. А с чем это связано? О, ну, может быть, для кого-то из вас с невозможностью, например, решить какой-то вопрос в высоких инстанциях, мои дорогие. Думали вы, да, может быть, и денежный вопрос. Может быть, это иногда, если вот мы берем сочетание, ну, вопросы, может быть, кто-то хочет получить кредит, купить себе квартиру. Вот так не получается. Для кого-то из вас это будет связано, что нужно переделать какой-то документ, и вам придется отправляться к официальным лицам, чтобы понимать, как должен быть оформлен документ или в какие-то инстанции. Возможно, придется кому-то отправиться к юристу, к адвокату, потому что тут нельзя что-то сделать на авось. Ведь это карта интеллекта и профессионала, как бы, да, человека, знающего, эксперта. Вот вам нужен явно какой-то эксперт, чтобы разобраться в каком-то вопросе, но мы говорим, что прояснится. Это может проясниться и по конкретному человеку. К примеру, мы можем говорить, если мы вообще рассматриваем по гороскопам, это стихия воздуха. Может быть, есть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. Или там имеет асцендент. Или это человека какая-то персона официальная, с которым тоже, вот у кого-то вплоть до тяжб каких-то может судебных проходить, а у кого-то из вас это иногда по этой карте идут узкие специалисты. И у кого-то дома ремонт, к примеру, да, тоже нужно пригласить, допустим, электрика, сантехника, а для кого-то нужно обратиться к врачу, стоматологией заняться. Вот очень емкая карта, поэтому у кого тут что. Но самое главное, оставить все какие-то разочарования, сомнения, они вообще ни разу к делу не относятся. И может быть вот такое хладнокровное решение по части даже обучения, пройдя какие-то мыторства или какие-то даже сложности по работе. Кто-то из вас будет думать всерьез о дополнительном доходе и поэтому где-то и найдет или решится даже пойти на какие-то либо курсы, либо приобрести какие-то скиллы, навыки, чтобы для себя вторичный доход, потому что нужно решать какую-то финансовую ситуацию, как будто выходить вот из этой тройки мечей. Тут все вот для вас важно. Но вот, наверное, эти емкие перемены. Что или кто появится неожиданно. Но вот примите к сведению, вам-то хочется ясности, а кто-то на вас как какую-то муть нагоняет, мои дорогие. Почему говорю так? Ну, Луна — это не про ясность, а у нас что прояснится? Единственное, что я могу с точкой сказать, выглянет солнце, и все встанет на свои места. Вот об этом говорит карта. Но сейчас пока неизвестность. Темнота, сумерки. Видимо, еще февраль, многое непонятного. Это какой-то клубок сказочный, который вам нужно просто, вот знаете, потянуть за нужную ниточку и раскрутить. У вас это получится, мои дорогие, это правда. Но, может быть, это что прояснится, если уж мы так детально говорим. Иногда эта карта, ну, не ждем, да, что вот прямо тут все вот расставим по местам. Нет, все-таки не все и не так быстро. Но где-то нам тут тоже подождать, ведь сказали уже карты пасьянса. Может быть, это что-то будет переходить на март, а до 26 апреля Уран будет в вашем знаке зодиака. У кого-то до конца апреля что-то не прояснится. Хотя тут конфигурация Сатурна, некоторые истории могут продлиться до конца июля. Ну, хоть и не в ретро-движении Сатурн, а тем не менее. Ну, там именно градусы такие. Поэтому примите и это к сведению. Но тем не менее, что может проясниться? Вопросы личной жизни,
и вопросы дома. Что ждать в сфере достижений? Неожиданности. Вот так нам сразу говорят. И, возможно, придется совершить какие-то поездки, переезды. Некогда будем скучать. Праздник после победы. Вот здесь как раз у вас какой-то прорыв. Согласование. Поэтому кто ищет работу, говорят, кто ищет, тот всегда найдет. Поверьте, работу вы можете найти. Более того, вы как будто остаетесь довольны. И это к вам приходит совсем не тем образом, как вы думали. Вот я тут говорила, что будьте готовы к компромиссу или рассматривайте какие-то области, близкие к вашей специальности, или где вашу профессию можно еще употребить. Потому что тут неожиданно как раз и может прийти та возможность, которая вас более чем оставляет как и победителем, так и довольным. Это правда. Что в деньгах для тельцов? Тройка жезлов. И как будто в будущее. У кого-то на кону буквально какая-то поездка, перемещение. Может быть, что-то не стыковывается. Но тут мы, знаете, как пока тоже своего рода такое перепутье, да? Не скажешь, что вы выбираете путь. Здесь человек четко стоит и ждет, когда корабль зайдет в гавань. Мы можем сами по этой карте остановиться на полдороги, потому что нам как будто и, может быть, вам по финансам именно и нужно, как некоторые хвосты подтянуть, да, я думаю, вы меня понимаете. Это какие-то, может быть, у кого-то кредиты, у кого-то платежи, которые, зависли, да, их нужно все равно проплачивать, хоть и была возможность что-то поставить на паузу. Перед тем, как мы отправимся в будущем, нам нужно закрыть прошлые какие-то детали или незакрытые вопросы. Да, паж жезлов — это всегда элемент новизны. Я могу вам сказать, у вас будет достаточно физических сил, активности. Какой-то новый проект у вас может быть, который вас прям так с головой может накрыть, для кого-то так. И вы будете в этом видеть финансовый прогресс. Но будут и те, которые вам будут мешать. Может быть, это сама по себе даже карта не совсем, как люди, да. А, Тут могут быть сама по себе какая-то разрозненная информация. Может быть, это вы будете даже пытаться разобраться в каком-то информационном потоке и вообще какие ориентиры взять. Может быть, это кто-то решает, и где-то это может быть согласовано или совпадать с деньгами, когда вы ищете работу или для кого-то как работа удаленная, или где-то вообще в другом месте, релокация офиса. Такое тоже могу предположить. Но вы знаете, тут может быть и такой момент. Вот мы спрашивали, да, что или кто появится неожиданно. Все-таки есть возможности по личной жизни или у кого-то, это не обязательно у каждого в своей сфере проиграется, а у кого-то по дому. Так вот, например, я допускаю, что вам придется какие-то варианты, пусть это на деньги. Но если мы про дом, про недвижимость, то это тоже где-то эквивалент финансовый, да? Вот вы сами, как будто вам нужно продумать, очень четко понимая, не надеясь, карта говорит, на завтрашний день. Потому что тут есть какая-то турбулентность, мои дорогие. На этом все не заканчивается. Какая-то история все равно будет продолжена. И проясняться еще некоторые факты будут. К этому тоже нужно быть готовому. Но кто-то из вас как меняет маршрут. Может быть и так. А у кого-то этот маршрут по работе. Чего ждать в деньгах? Вам нужно вот как эта королева жезлов. Королева жезлов — это та, которую жизнь бесконечно много раз ставила на колени. Она научилась подниматься. И теперь она настолько научена жизненным опытом, что она правильно работает с информацией раз и правильно распоряжается деньгами. Вот мы смотрим на деньги. Информация у вас, мои дорогие, информационного хаоса пятерка жезлов. И неважно, пусть это информация от конкретного человека. Или для кого-то это когда очень много людей и какая-то многозадачность. Или ваша активность. Но значит, не все люди полезны, не все люди заслуживают того, чтобы им доверять или доверять тому, что они говорят. Берегите себя, берегите свое благополучие, берегите свои финансы. В феврале это точно. Внимание! И в сфере личной жизни то жезлов. Правда, кто-то будет принимать, вот как это колесо фортуны, однозначное решение. И я могу предположить. Смотрите,
Для тех, кто в паре, вы именно в своей паре, вы вдвоем с партнером, тоже явно какое-то на кону важное решение, когда вы вместе смотрите в одном направлении. Но туз жезлов — это всегда период, как будто наш делится на до и после. Значит, вот то, что после для вас будет, вы будете планировать вместе. А то, что было до, вы, может быть, будете завершать какие-то темы, документы, может быть, и денежные вопросы, потому что мы не можем все бросить на полдороги и куда-то отправиться. Неизбежно какие-то обратки нам прилетают. Для тех, кто в сложных отношениях, скорее всего, вы как на кону ваше благополучие, и вы буквально думаете, готовы еще ностальгировать или чего-то, кого-то ждать, или нет. Для тех, кто один или одна, здесь может быть важный выбор, что надо расширять сеть контактов, может быть и так, или впустить новых людей в свою жизнь. Без этого вряд ли новое знакомство состоится, но вас это будет вдохновлять, сама мысль. И вас, знаете, у вас тогда сильная позиция. Вот для тех, кто один или одна. Почему? Тогда вот даже мы возьмем эту королеву жезлов, вот так вот в целом. Вы прагматично очень смотрите на то, что люди обещают, и что они в реальности, ну, как от них можно ожидать. Вам сейчас не обещания важны. Вы тут уже, есть уже какие-то грустные истории, которые вы как раз и хотели бы прояснить, а может быть и закончить. Вас вполне вероятно, для тех, кто один, да, или одна, у вас какая-то история предыдущая будет закончена в феврале, может быть, оно к этому шло, да. Это когда мы вроде бы и были вдвоем, но фактически мы порознь. Вот от таких отношений, если можно так выразиться, скорее всего, телец, ну, будет, по крайней мере, принимать в отношении этих людей четкое какое-то «да» или «нет», или в каком ключе, в каком формате. Поэтому вы сами для себя сейчас важны, мои дорогие любимые тельцы. На кону не только благополучие, а и счастье. Поэтому свято место, повторюсь, не бывает. И поэтому, если даже, будь то это работа, будь то личная жизнь, видимо, на кону может стоять что-то важное. Не бойтесь того, если вы что-то как отпускаете, что вы как останетесь один на один с какой-то проблемой. Нет, вы и раньше, скорее всего, были тоже как будто один на один. Но, может быть, какая-то мысль грела душу, что «а если вдруг я могу к кому-то обратиться?» Так вы и сейчас можете обратиться, одно другому не мешает. Вопрос не в том, кто вам откликнется, или в ожидании тех, кто смилостливится и откликнутся, а с теми быть, которые вас готовы сопровождать, которые готовы присутствовать в вашей жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые тельцы. Как-то так сложновато. Пасьянс явно мне больше нравится, больше понятного. Ну, наверное, в нашей жизни, даже если не хочется этой философии, она все равно никуда ты не денешься. Некоторые вопросы мы обдумываем, да. Ну, вот как-то так. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете душевные, теплые комментарии, за то, что вы читаете мои публикации. Оставайтесь со мной, мои дорогие. Подписывайтесь на мой канал. И я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.